Всем привет, меня зовут Алевтина. Я не так часто шью, и поэтому мои швейные принадлежности хранятся не очень удобным способом. Сколько бы я ни расставляла, но нитки все время распускаются и запутываются. Поэтому я решила сделать очень удобный и комфортный органайзер, состоящий из 2 коробок. Чтобы найти подходящий размер будущего контейнера, замеряю длину и ширину с маленьким запасом. Шкатулка будет состоять из 2 ящиков, верхнего и нижнего. Из толстого картона вырезаю дно и боковые детали. Собираю эти детали на клей-пистолет. Один ящик будет располагаться над другим и раскрывается вот таким образом. Все боковые части коробок усиливаю дополнительным слоем картона. Для выдвижного механизма буду использовать шканты и линейки. Подбираю сверло подходящего диаметра. Туго склеиваю линейки малярным скотчем для того, чтобы отверстия получились одинаковыми. Размечаю расположение отверстий, рассверливаю и ошкуриваю линейки. Нужно, чтобы шкант легко вращался внутри отверстия. Далее беру медный гвоздик со шляпкой, им накирняю отверстие, плоскогубцами откусываю половину гвоздя и вбиваю шкант до конца. Получается вот такое крепление. Таких креплений понадобится 8 штук. Из переплетного картона вырезаю верхнюю крышку и торцевые детали коробок. Теперь нужно найти места для крепления. Делю пополам боковые детали. Отмечаю середину отверстия у линейки. Через эту точку провожу прямую и откладываю такое же расстояние с другой стороны. На этих линиях рисую окружности, по которым и буду делать отверстия. Наложив парные детали друг на друга, просверливаю отверстия и неровные края срезаю ножом. Проверяю, как это все будет работать. Определяю длину крепежа, приложив переплетный картон к торцевой части. По этой длине отпиливаю все 8 штук. Декорировать коробку буду с помощью старых джинсов. Сначала вырезаю и приклеиваю боковые детали с припуском на сгиб. А на крышку цельной ткани не хватило, решила составить из 2 разного цвета джинс и пришить карман для декора. По 3 сторонам оставляю припуск 1 см, а с верхней стороны 8 см. Застежку делаю 17 см шириной 7 см. А на край пришиваю липучку. Соединяю 2 детали, расшиваю по контуру и выворачиваю. Накладываю 2 детали крышки друг на друга, не забывая вставить застежку, и прошиваю по контуру. Но там, где припуск 8 см, оставляю непрошитым. Когда вывернула, поняла, что застежку пришила не той стороной. Перешив застежку, вставляю переплетный картон, который вырезала ранее для крышки. Хорошо натягиваю и закалываю булавками. При помощи лапки для потайной молнии сшиваю очень близко к картону. Это можно сделать и вручную. На ткани боковых деталей вырезаю дырочки маникюрными ножницами и приклеиваю их на клей ПВА по бокам всех 2 коробок. Главное не перепутать их местами, отверстия должны находиться в нижней части. Торчащую по бокам ткань также клеем аккуратно приклеиваю по контуру.
Уже начинает вырисовываться конструкция. Но еще нужно сделать очень важный элемент, так называемую ножку для верхнего отделения, чтобы при открывании органайзер не переворачивался под тяжестью. Вырезаю из переплетного картона прямоугольник. К крышке органайзера к припуску 8 см пришиваю кусок джинсы и нахожу край ножки. Отрезаю по бокам лишнюю ткань. Отмечаю линию соединения верхнего и нижнего контейнера. Оставляя припуск 1 см, срезаю все лишнее. Из старой рубашки супруга вырезаю нижнюю часть верхнего контейнера с припуском. И пришиваю его продолжением крышки. Далее сгибаю по линии основания ножки и прошиваю до линии соединения коробок. Выворачиваю и в получившийся кармашек вставляю ножку из переплетного картона. Получается вот такая конструкция, и в это свободное пространство позже вклею верхний контейнер. Кусок от мужской рубашки красиво обтянет низ коробки. Осталось пришить кусок джинсы, который пойдет на переднюю часть контейнера. Из джинс вырезаю деталь с припуском 3 см. Пришиваю, но позже поняла, что нужна деталь с двойной высотой и перешила ее. Постепенно все собираю при помощи клея ПВА. Ножку, которую засунула в кармашек, приклеиваю к ткани. Приклеиваю верхний ящик. И к этому ящику снизу приклеиваю ткань, промазываю клеем по всей площади и хорошенько натягиваю. Подобным образом для нижней коробки сшиваю вместе детали и прикладываю их, чтобы отметить место для пришивания второй части застежки. Для того, чтобы получился красивый край, к передней части приклеиваю переплетный картон. Конечно, лучше выкроить цельный кусок, но я решила утилизировать то, что было. Заднюю стенку приклеиваю без переплетного картона, чтобы не получилось лишней толщины. Аккуратно вырезаю в уголках и хорошенько приклеиваю, так они получаются очень ровными и красивыми. Для внутренней части коробки использую ватман, предварительно обклеивая все той же рубашкой супруга. Карандашом прорубаю отверстие в наклеенном ранее картоне и приступаю к соединению крепежных деталей. В отверстие заливаю столярный клей так, чтобы он не попал на лицевую сторону, и в это отверстие вставляю шкант до упора. Таким образом, шкант крепко-накрепко приклеится, а линейка будет свободно вращаться. Теперь до конца обклеиваю внутреннюю сторону, дно и торцевые части. Перед тем, как собрать конструкцию из переплетного картона, вырезаю длинные полоски для верхнего отделения. Это будут перегородки. Они должны легко вставляться и выниматься из контейнера. По такому же принципу, как и на нижнем контейнере, к верхнему прикрепляю механизм с помощью столярного клея. Проверяю, все работает превосходно.
Внутри обклеиваю торцевые части. Далее из переплетного картона вырезаю прямоугольные детали, которые будут служить одновременно ограничителями и направляющими для перегородок. Каждую обклеиваю тканью и жду, пока они высохнут. Когда они просохли, приклеиваю ограничители на место. Для того, чтобы они располагались ровно, между ними вставляю перегородки и так постепенно заполняю весь контейнер. Вклеиваю дно так же, как и у нижнего контейнера. Для того, чтобы бобины не раскручивались и нитки не запутывались между собой, держаться они будут за счет резинки на перегородках. Рассчитываю нужное количество бобин и размечаю места крепления резинки на картоне. Вымеряю и нарезаю нужное количество резинок. Чтобы пришить резинку к переплетному картону, в нем нужны отверстия. Сначала попробовала швом, но это оказалось непросто. Поэтому на помощь мне пришла швейная машинка. Самой толстой иглой делаю отверстие, а уже после прохожу швом. Сначала хотела оставить перегородки так, как есть, но потом решила окрасить их светло-серой акриловой краской, предварительно не забыв ошкурить края наждачной бумагой. Далее беру иголку с ниткой и пришиваю резинку к отмеченным отверстиям, образуя петельки. Но обратите внимание, что резинка пришивается не с одной стороны, а сразу с двух сторон, то есть на одну перегородку будет 2 ряда ниток. Вываливаю и разбираю нитки по цветам и оттенкам. Вставляю их в петельки. В одну петельку можно легко вставить 2 полупустых бобинки. Пользоваться им очень комфортно, все на своих местах и ничего не запутывается. Можно его использовать не только для хранения ниток, ножниц и иголок, а еще и для хранения косметики, украшений и всякой мелочевки. На этом все, пока!